Привет, друзья, с вами Михалыч, а в этом видео я хочу вам подробно рассказать и объяснить, почему же происходит такая проблема, как плачущие окна, постоянно влажные сырые откосы, грибок в помещении, из-за чего это происходит. Также расскажу о бетонных перемычках, которые я себе поставил, какой в них плюс и какой минус, с чем вы можете столкнуться, что также иногда влияет на то, что ваши окна будут всегда мокрые, будут промерзать. Давайте обо всем этом и поподробнее. Ну и во-первых, перед просмотром видео вы должны знать то, что дом я свой начал утеплять, но до морозов, до зимы я не успел это сделать. У меня утеплена полностью вот эта стена в этой комнате. Дальше большая половина дома утеплена наполовину, а верх, конечно же, у меня остался неутепленный. Фасад я успел законсервировать, а именно пошпаклевать этот пенопласт, потому что для тех, кто не знал, если пенопласт оставить не пошпаклеванным на зиму, до следующей весны, либо же вообще на год его оставить не пошпаклеванным, он сильно разрушается. При этом теряются его свойства как утеплителя, поэтому консервировать его нужно обязательно, если вы откладываете утепление хотя бы на месяц. Например, если вы построили дом и фасад не собираетесь утеплять, но уставили такие же бетонные либо металлические перемычки, то вы столкнетесь с такой проблемой, как плачущие окна и как конденсат и влага на откосах, особенно на верхних, там где бетон. И давайте я покажу, с чем я столкнулся на откосах, где нет утепления пенопластом. Посмотрите изнутри, вы видите сухую железобетонную перемычку. Она такой же температуры, как и температура в помещении. Затем идет разделение пеной. И вторая перемычка, она уже контактирует с улицей. Она внутри помещения мокрая, причем посмотрите, какие большие капли. На улице у нас сейчас минус 15, посмотрите, перемычка не утеплена, а также и верх фасада без утепления. Ну а теперь посмотрите на второе окно, где стенка и откосы полностью утеплены пенопластом. Как вы можете видеть, как первая перемычка, так и вторая перемычка абсолютно сухие, нет никакой влаги, никакого конденсата. И это все в одной и той же комнате. При этом, как я сказал, на улице минус 15, в доме у нас плюс 24. И посмотрите, я беру пирометр, который я приобрел себе на AliExpress. Ну и для начала я замеряю перегородку, которая находится внутри помещения. Пирометр показывает 22,7 градуса. Разница с термостатом показывает в 1,3 градуса. Ну а теперь замеряю утепленную стенку пенопластом. Пенопласт использовался 35 плотности толщиной 10 сантиметров. Как видите, показывает 21,4 градуса. Это всего лишь меньше на 1,3 градуса, чем температура перегородки, что говорит о эффективности данной толщины утеплителя. И вот обратите внимание, утеплено все окно. Низ откоса, бока откоса и верх. Утеплял откосы я 3-сантиметровым пенопластом. Ну а теперь то же самое примеряем на этом окне, где часть дома утеплена у меня всего лишь на вот такую высоту. И вот сначала меряю немножко ниже утеплителя. Показывает 19,4 градуса. Берем еще ниже. Стена здесь менее промерзшая, показывает 21,7. Пол у меня теплый. Температура пола показывает 27 градусов. А если мы берем выше утеплителя, чисто голая стена кирпичная, то показывает 16,2 градуса. Это почти на 6 градусов меньше, чем на утепленной стене. И из этого стоит сделать сразу несколько выводов. Первый вывод, что окна плачут не потому, что все стены утеплены пенопластом, а он якобы не дышит. Никакой материал, друзья, не дышит. Только в рекламных маркетинговых брошюрах или то, что говорят торговые представители, якобы базальт дышит, но ничего не дышит. Проблема совершенно не в этом. Проблема, во-первых, в неутеплении фасада. Точка росы у вас получается в самой стене, и это все выходит вам на окна. И вы в этом убедились. Стена, которая промерзает, она с конденсатом. Стена, которая утеплена, не промерзает тем же пенопластом, без конденсата. Странно, да? Что-то не сходится с информацией, которую дают маркетологи. Ну а также, если вы устранили данную проблему, утеплили свой фасад полностью пенопластом, либо же базальтовой ватой, тем более взяли нужную толщину, там 10 сантиметров и больше, но все равно почему-то на окнах у вас конденсат. Первая причина может быть в том, что окна все-таки некачественные вы взяли. Если же взяли хорошие, то причина тогда только в одном. Неправильная температура в помещении, а именно большие перепады. Например, днем вы топите и у вас где-то градусов 20-22, а когда вы ложитесь спать, то выключаете отопление и температура падает до 15-16. И вот здесь вы получаете точку росы внутри помещения.
А еще не имея хорошую вентиляцию, правильно устроенную, например, с рекуперацией, которую я себе буду устанавливать, и об этом также сниму видео, то, конечно же, вы получаете повышенную влажность в помещении, и вся эта влага собирается на ваших окнах, даже если фасад утеплен. Поэтому, во-первых, утеплять фасад нужно обязательно. С материалом, которым вы будете утеплять, определяйтесь сами, но у меня есть подробное видео, в правом верхнем углу оставлю. Там я подробно рассказал, в чем преимущество пенопласта, ЭППС, базальтовой ваты, в чем их минусы и на чем следует остановиться, если хотите утеплить все по уму и не переплачивать деньги. А также позаботьтесь о вентиляции, потому что обычного проветривания в течение дня не хватает, все равно влага будет скапливаться. И что касается бетонных перемычек, это крепко, надежно, но это нужно утеплять. И окна тогда устанавливайте сразу перед крайней перемычкой, которая стоит на улице. При этом разделите эти перемычки пеной, чтобы пускай она себе промерзает на улице, но у вас будет разделено пеной и вовнутрь не будет такого промерзания, как я показывал на данном окне. Но я же планирую утеплять, поэтому я так не заморачивался, а наоборот сделал внутри более широкий откос, а снаружи поуже. Ну, конечно же, кто-то из вас сейчас напишет, что можно было поставить обычные металлические уголки и вообще не заморачиваться, он себе там снаружи промерзает, а тот, который внутри находится, никаких проблем с ним не будет. Но проблема в следующем. Дальше мне нужно будет стены оштукатуривать, а это влечет за собой то, что к металлу слабая адгезия у штукатурки, либо же у гипсовых шпаклевок, что в конечном итоге, даже используя различные сетки, приводит к растрескиванию и обсыпанию материала. Поэтому, друзья, если информация в данном видео была для вас полезна, обязательно поставьте лайк, смотрите другие мои видео на канале, получайте полезную информацию, старайтесь как можно меньше допускать ошибок при строительстве и самое главное, если собрались экономить, то экономьте с головой, потому что скупой платит дважды. На этом же у меня все, до встречи в новых видео, пока!